Сегодня речь пойдет об одной удивительной и уникальной в своем роде стране – Грузии. Желание посетить Грузию появилось у меня еще несколько лет назад, когда одна из моих хороших знакомых вышла замуж за грузина и стала туда периодически ездить, а затем делиться в социальных сетях какими-то супер живописными фотографиями. После я также спросил ее впечатления о Грузии, и ответ был однозначно положительным. Но жизнь складывается так, что страны сами выбирают нас, и все приходит в свое время. Грузия оказалась моей 27-й страной. Так как Грузия находится с нами по соседству, то много людей туда уже ездили. Но много и не ездили, зато слышали что-то по телевидению или от знакомых. Вот и я решил перед поездкой почитать несколько статей в интернете и посмотреть несколько роликов на ютубе перед тем, как ехать, так как на свое удивление от некоторых людей я услышал уверенное мнение о том, что туда ехать опасно и русских там не любят. Какой бред, подумал я, но нужно было проверить самому. В интернете про нелюбовь к русским практически все однозначно пишут, что это неправда. И это действительно так. Поэтому к этому глупому стереотипу я даже не буду больше возвращаться и обсуждать его. Многие во время моего путешествия спрашивали, откуда я, и я никогда не стеснялся говорить, что из России, города Нижнего Новгорода. Хотя нет в мире такого места, где бы я этого стеснялся. Другое дело, Нижний Новгород для многих иностранцев еще пока неизвестен. К счастью, в Грузии про него почти все знают. Второе. Некоторые писали, что где-то на рынках или еще где вас могут постараться обмануть, видя, что вы турист. Не знаю и не могу ничего подобного подтвердить по своему опыту. Напротив, все были всегда честными, на рынках несколько раз округляли сумму в мою сторону. Однажды в Кутаиси, когда я взял пару яблок, чтобы сразу съесть, мужчина, спросив «и это все?», даже не захотел брать с меня деньги, хоть я и настаивал. Мелочь, конечно, но приятно. Водители такси, как правило, предлагают свои услуги, но не особо навязчиво, и когда я говорил, что такси для меня будет стоить дороже, и я хочу добраться пешком или на маршрутке, то они всегда помогали мне советами, как это лучше сделать. Однажды, опять же в Кутаиси, на пути к каньону Акация, таксист после небольшого разговора даже остановил маршрутку, которая уже поехала, чтобы мы на нее успели, так как другую бы нам пришлось ждать как минимум минут 30. Про грузинские дороги и манеру вождения тоже все предупреждают, что надо быть осторожными. И это так. Но на самом деле ничего экстремального в езде по Грузии нет, если соблюдать правила, не пересекать сплошную и не нарушать скоростной режим. Дороги в большей степени нормальные, а кое-где отличные. Но есть и такие места, куда можно проехать только на внедорожнике. Например, дорога в великолепную Местию на легковушке покажется сложной, но возможной. И хотя строительство дорог активно ведется, в данный момент по Грузии гораздо удобнее путешествовать на внедорожнике, чтобы чувствовать себя более спокойно и независимо. Еда в кафе и ресторанах, как правило, достаточно дешевая, и в зависимости от вашего аппетита и вкусов сытно поесть можно от 5 до 15 лари на человека. Так как я мясо не ем, то моими любимыми блюдами были аджапсандали, приготовленные овощи, в том числе с сыром сулугуни, лобио – это фасоль, запеченная в горшке, хачапури и хинкали с грибами, сыром или картошкой. Кстати, хинкали – это супер экономичный и сытный вариант поесть национальную грузинскую еду. В ресторанах они стоят от половины до 1 лари. Минимальный заказ, как правило, 5 штук одного вида, но больше 6-7 вы вряд ли сможете съесть, даже если сильно проголодались. Наверное, многих интересует вопрос, как говорят в Грузии на русском языке. Я бы сказал «хорошо». Кто-то плохо говорит, но понимает, кто-то не понимает и не говорит. Но в большинстве своем найти человека, кто с вами поговорит на русском, очень просто. Среди молодежи встречаются те, кому легче общаться на английском языке, чем на русском, но я бы не сказал, что это распространено. Хотя, возможно, в последнее время это меняется. Итак, перейду наконец от большого предисловия к самому интересному. Первые несколько дней я путешествовал со своими знакомыми на машине. Дорога до Грузии немного вымотала, пейзажи менялись медленно. Первые явные изменения были в Калмыцкой области, когда закончились леса и начались степи. Потом Элиста с буддийскими храмами. Впервые увидел буддийские постройки в России. Интересно. Но все равно, когда так медленно все меняется,
Кажется уже, что и в Грузии сейчас, наверное, мало что удивит. А вот и нет. Уже после Владикавказа на подъезде к границе вдоль дороги вырастают высоченные горы, и пейзажи становятся величественными. Первую ночь мы провели в Казбеге, она же Степацминда. Идеальное место для первой ночевки. От границы всего 11 километров. Гостевой дом мы без труда нашли на букинге. Ссылку я оставлю в описании. В принципе, все понравилось. Цена за комнату была около 2000 рублей. Хозяйка нас встретила и все показала. Так как была уже ночь, то только проснувшись утром и выйдя во двор, захотелось достать камеру и сделать первый десяток снимков. Горы окружают со всех сторон, и виды эти потрясающие. Выпив чаю на открытом воздухе и налюбовавшись пейзажами, мы поехали к главной достопримечательности этого региона – Гергетской церкви. Однозначно написано в интернете, что на легковушке туда не проехать. Ситуация сейчас меняется, дорога строится быстро, а поиск в интернете обновляется медленно. В общем, добрые люди-грузины подсказали нам, что проехать по строящейся дороге уже можно. По пути нас пытались пару раз останавливать, но мы, практически не обращая на них внимания, ехали дальше. В итоге нам удалось доехать прямо до церкви, на Солярисе. Кроме нас проехало еще несколько машин. Думаю, что со временем все это наладится окончательно и все смогут без проблем ездить по новой дороге, возможно, за небольшую плату, что весьма рационально. Те, кто путешествует без машины, могут подняться к церкви пешком часа за 2 или воспользоваться услугами местных таксистов. Цена за машину около 50-60 лари. Минус в том, что водители обычно готовы вас ждать не больше 30-40 минут там. Мне этого времени точно было бы недостаточно, чтобы все сфотографировать с земли и с воздуха. Вот что у меня получилось. В Казбеге есть и другие пешие маршруты, так что если вы любите хайкинг, то я бы рекомендовал остаться тут хотя бы на пару дней. Мы после церкви решили не задерживаться и поехали дальше. Дорога с этого момента была уже очень красивой, точнее то, что нас окружало по пути. Горы, луга, постройки, гуляющие везде коровы. Особенно привлекло внимание огромное стадо овец, пасущихся на склоне. Сначала я и не понял, что эти рассыпанные точки и есть овцы. Далее по пути мы остановились у крепости Ананури. Это была незапланированная остановка, и мы еще тогда не знали, что эта крепость есть в списке практически любых местных туристических компаний. Здесь я сделал новую серию фотографий. Обязательно тоже остановитесь здесь, если проезжаете мимо.
Друг моего знакомого, с которым мы в этот раз путешествовали в Грузию, уже раньше здесь бывал, и в прошлый раз он останавливался в гостевом доме в Кабулете. Ему там все понравилось, поэтому и в этот раз он предложил нам отправиться туда. Так что без остановок следующий пункт нашего назначения был Кабулете. Кабулете – это прибрежный курортный городок, который находится в 40 километрах от Батуми. В отличие от Батуми, он немноголюдный, здесь мало иностранных туристов, больше местных. Вода здесь прозрачная и для пляжного отдыха место неплохое. Правда, пляжи везде галечные, а это на любителя. Мне галечные пляжи понравились тем, что по камням можно туда-сюда ходить, разминая ноги и наблюдая за тем, как пропадают болезненные ощущения. На следующий день на маршрутке я поехал в Батуми, чтобы посмотреть город и встретиться со своей знакомой Чо Ин из Гонконга, которая к тому моменту уже больше 2 недель путешествовала по Грузии. Общественный транспорт, как я уже писал, в Грузии развит очень хорошо. Маршрутками называются тут микроавтобусы, иногда довольно старые, но на которых можно добраться практически везде. Цена по городу около $0,5. Между городами варьируется от расстояния, популярности маршрута и сложности дороги, как я понял. Например, от Кабулете до Батуми она стоит $1,5. Я сейчас иду встретиться со своей давней знакомой Чо Ин из Гонконга. Познакомился я с ней в Мурманске. Те, кто смотрел мое видео про путешествие в Мурманск, ее видели. Все это время я с ней больше ни разу не виделся, но переписывались, поддерживали связь. И так как она любит Россию и наши республики, часто ездит в Казахстан по работе, вот она приехала в Грузию на целый месяц попутешествовать. Приехала уже 20 дней назад, объехала пол-Грузии. У меня не получилось приехать, сразу с ней встретиться, но вот сейчас хотя бы увидеться, узнать впечатление. Say hi. Say hi. This is new video with you, you know. Yeah, another video. Oh. Maybe more people watch this video. You know. Сейчас пойдем заселим ее в хостел и пойдем погуляем по Батуми. Она говорит, что Кутаиси ей понравилось больше, чем Батуми. Она там провела 3 дня. Очень колоритные построечки. Смотрите, какой дворик. Все идет в хостел. Кстати, койка в этом хостеле стоит всего $3. Это, ребят, меньше 200 рублей. Но при этом он имеет хорошие отзывы. Нормально, уютно. Выйдем на балкончик. Здесь практически по периметру всего хостела идет такой балкончик. Выходишь и видишь разные улочки. Это крайне увлекательное занятие — гулять по улочкам Батуми. Батуми с первых минут произвел на меня хорошее впечатление. Длинная набережная, канатная дорога, большие парки, фонтаны, скульптуры, много новых и современных зданий. Пройдя немного вглубь, можно увидеть контраст современных построек и старых зданий с вывешенным бельем на длинных тросах или на карнизах. В городе много местных рынков, ресторанов, кафе, пекарен, где за $1,5 можно купить хачапури, только что вынутую из печи. Если вы оказываетесь в Грузии, то невозможно здесь не есть хачапури. Ее продают везде. Это очень колоритные и сытные блюда. Всего лишь $1,5 стоит вот такая вот такой пирожок, но он очень сытный. Вот так вот на улицах Батуми выглядят местные рынки. Продают свежий сыр, свежие овощи, фрукты.
Друзья, может быть, кто знает, как грузинским людям удается повесить белье от столба до окна. Это очень интересно узнать. Еще раз. Вот так вот, друзья, вешают белье. В один из дней мы отправились пешком до церкви Самеба, расположенную на холме. По пути наслаждались видами, а также хурмой и мандаринами, которые росли повсюду. Так растет хурма, вот так растут эти тандарины, их очень много. Вот он зеленый, внутри оранжевый, он немножко кисленький, но вкусный. Видите, какая она не хорошая, взяла и сорвала такую вкусную хурму, очень сладкая, это уже мягкая. Так что, если, ребят, вы пойдете пешком к церкви, вы не проголодаетесь. В сентябре, по крайней мере. Если мы дошли пешком, водители такси нас похвалили. Все-таки дорога не близкая. Добравшись до церкви, перед нами открылся чудесный вид на Батуми и Черное море. Очень интересно отсюда сейчас смотреть маршрут. Вот где-то вот там вот, где высотки, мы начали свое движение и шли, потом поднимались. И наконец мы здесь, в таком прекрасном месте. Друзья, обязательно сюда поднимитесь. Ну, если не хотите пешком, то хотя бы на автобусе, или на такси, или на машине. Обратно поехали уже на автобусе, так как темнело и мы немного устали. По пути водитель остановился, забрался на крышу автобуса, нарвал много сладкой хурмы и угощал пассажиров. Вот так вот водитель остановил автобус, собирает хурму с крыши. Угощает пассажиров. Да, еще и угощает. Вот такой вот спелой, сладкой, которую самому не достать. В общей сложности мы провели в Батуми всего 3 дня. В один из дней мы также все вместе посетили водопад Махунцети и Арочный мост. Добрались до сюда мы на машине. Народу было много, погулять долго тоже не удалось, так как парковка находится прямо у водопада. Но место все равно довольно приятное, хотя, конечно, это не самый красивый водопад Грузии. Я очень люблю фотографировать водопад на длинной выдержке со штатива. Сейчас, например, достаточно светло. Я ставлю такие настройки: диафрагму 11, выдержку 1.6.
И ISO всегда на минимум 100. Можно еще использовать ND-фильтр, чтобы сделать еще темнее. Но не будем. Ставлю на таймер, чтобы не дрожала рука. Жмем. И вот получается такой снимок. Вечером мы решили поужинать не в каком-то грузинском ресторанчике посреди Батуми или другого города, а отправились на ферму-ресторан Каброни, которая расположена глубоко в горах. Поверьте, мы еще, может быть, выехали не на самую правильную дорогу, и она была не лучшего качества, километров 5 пришлось проехать по такой грунтовой дороге. Но в итоге все равно мы выехали. Дальше дорога бетонная и асфальтная. Я вам размещу вот ссылка на Google картах, вы можете найти это место и приехать сюда. В общем, мы заказали форель, и еще одна особенность этого ресторана в том, что вы сами можете ее выловить. Друзья, приехали на рыбную ферму, и вот сейчас будем вылавливать вот этим вот сачком живую форель, которую нам приготовили. Главное не свалиться туда. Поймал, поймал. Поймал! Еще. Одна побольше, другая поменьше. Было 200. А давай это еще поймаем. 2 кило. Отлично. Да. Давайте. Урони! Так. Осёт. Друзья. Вон туда, видишь, а то упадет. Пойдем, да. Давай вперед. Садись сюда. Так, друзья, выловили сейчас осетра. Посмотрите, 2 кило, ровно 2 кило. Вот какой он красивый. Царская рыба. Живой. Настоящий осетр. Да, пусть лежит. Что-то вообще, да? Немало. Вот он, друзья, 2-килограммовый осетр. Видимо, все-таки нельзя побывать в Грузии и не снять грузинские застолья. Отличный осетр. А что вкуснее? Ну, конечно, осетр. Тут даже вопросов нет. За 4... сколько всего? Да. 140 лари. 140 лари. Это если на рубли перевести. Это 3500 рублей. Да. Сегодня новый день. Мы с Чоин едем в Боржоми из Батуми. С автобусной станции отходит вот такой автобус. Стоимость 17 лари. Ехать где-то 4-5 часов. В Батуми, друзья, вы можете уехать в Ставрополь за 120 лари. Вы можете уехать в Стамбул за 70, в Анкару за 70, в Анталию за 90. Да, еще вот в эти направления, я не знаю, где это. И в Ереван. Цена не написана. Смотрите, как интересно, они крепят разные сумки на ремнях выше, без всякого багажа. А что я и говорил, что не очень безопасно так крепить груз. Просто все сумки, что были на крыше, после того, как они свалились, они теперь внутри.
3. Ну вот мы наконец-то приехали в Боржоми. Ехали 5 часов. Кстати, несмотря на то, что автобус маленький и неудобный, 5 часов пролетело достаточно незаметно. Боржоми, на первый взгляд, очень симпатичный город. Много сосен, вокруг горы. Все облагорожено, аккуратненько. Такой курортный городок видно, оздоровительный. Остановились мы, ребят, в первом попавшемся гестхаусе. Женщина очень гостеприимная. Предложила нам по 20 лари с человека, а в итоге согласилась 10 лари с человека. Думаю, нет смысла рассказывать, чем славится этот городок на весь мир. Конечно, у вас будет возможность попробовать знаменитую лечебную воду прямо из источников. В одном из них она холодная, в другом теплая, но выпивать рекомендуется не больше стакана за час до еды. В больших количествах вода вредна для зубов. Набирать воду с собой смысла тоже нет, так как через несколько часов она теряет свои полезные свойства, а вот серный запах наоборот остается. Так, она собирается попробовать минеральную воду. Borjomi water. Классическая минеральная вода. She said it's classic mineral water. Borjomi. Hey, mineral water. Let's try. Let's try. Yeah, mineral water. You want to try? Yes. Do you like? I like the mineral water in Kazbeki more. Пробуем. Она теплая. It's warm. Yeah, it's warm. Нормальный такой вкус. Normal taste. Она не противная нисколько. Приятная. Сам по себе Боржоми очень приятный курортный городок европейского типа. Через главный парк вы попадете на живописную тропу вдоль горной реки, которая выведет вас к серным бассейнам, в которых можно искупаться. Вход стоит 5 лари. Вход в сам парк тоже стоит 5 лари. В него можно попасть и бесплатно, если заплатить за канатную дорогу, подняться на ней, а спуститься в парк уже пешком. Посещать Боржоми или нет, решать вам. Я не могу однозначно его советовать, но мне там понравилось. Все-таки температура воды потеплее, чем сейчас воздуха, особенно там, где она льется из крана. И там, где льется из крана, чувствуется запах серы такой, небольшой. Но в целом бассейн просто и не ощущается, что ты в каком-то горячем источнике. Я ожидал, что вода на самом деле будет горячее, как когда-то на Бали мы плавали, там были горячие источники. Но вообще ощущение, что тут рядом холмы, горы, и ты в бассейне плаваешь. Очень здорово. Еще один
ужин в грузинском кафе. Сегодня достаточно скромный хинкали с сыром и хинкали с грибами. Хлеб это лаваш, соус, сацебели. В общем, друзья, все вот это на 10 лари. Представляете, 270. Друзья, монастырь открыт до 7 часов вечера. Сейчас уже 6, в принципе осталось всего час. Входной билет стоит 7 лари. И я решил, что пойду, наверное, уже лучше завтра. Насчет ночевки водитель сказал, что дешевле 25 лари с человека здесь ничего не найти. Но монастырь действующий. Я спросил на входе, можно ли остаться в этом монастыре. Сказали, если монахи разрешат, монахи живут на другой стороне реки, то можно. Друзья, монахи все же благословили меня остаться в этом монастыре. Я сейчас не могу передать, что я чувствую. Представляете, в 7 часов он закрывается, и здесь никого нету. Сейчас время 9. Здесь нет ни единого паломника. И вообще они сказали, что это большая редкость, что кто-то просится остаться здесь на ночь. Но сами монахи здесь живут, мне дали келью. А сейчас вокруг меня этот пещерный монастырь в Орде, который состоит из более чем 700 пещер. Пожалуй, друзья, за все мои поездки это самый уникальный мой опыт. Место, где я ночую. В келье, в пещере, в древнем монастыре, основанном еще в XII веке. Спасибо вам большое за такой прием. Это, несомненно, останется в моей памяти на всю жизнь. Утром монастырь для туристов открывается в 10 часов, но я проснулся в 5, чтобы присоединиться к утренней службе. После службы я дождался рассвета и пошел все исследовать. Дивное творение Господа.
Так называет персидский историк XVI века скальный город Вардия. И действительно, Вардия непревзойденна по своему масштабу и историко-художественной ценности. Строительство города было начато при царе Георгии III во второй половине XII века и закончено при царствовании дочери его, царицы Тамары. Вардия содержит до 600 пещер, расположенных в несколько ярусов, царская приемная, жилые залы, кельи монахов, хозяйственные пещеры, конюшни, погреба, связывающие их проходы, потайные или бытовые тоннели, водохранилище и водопровод длиной в 4 километра, проведенные из деревни Зеда-Вардия. Главное строение обители – собор Успения Богоматери. На фресках, написанных Георгием Чари в 1184-86 годах, наряду с религиозными сценами сохранены изображения Георгия III, царицы Тамары и Эристава рати Сурамели. Ко второй половине XIII века относится построенная из тесанного камня и украшенная орнаментами колокольня, одна из самых древних в Грузии. Вторая, расписанная церковь, находится в части города, названной Ананури, стены которой украшают роспись XIII и XV веков. В 1552 году город разграбил и разрушил иранский шах Тамас. С тех пор духовная жизнь здесь значительно ослабла, но все же не угасла. С 1988 года в Вардии вновь ожил монастырь. К 10 утра я уже шел обратно. Навстречу стали попадаться первые туристы. Посетить Вардию я советую всем. Просить у монахов остановиться в самом монастыре или нет, решать, конечно, вам. Здесь я не буду ничего советовать. Вот еще обратите внимание, что от самой парковки до самого верха натянуты троса. И вот сзади меня виднеется корзинка, на которой по этим тросам можно поднимать тяжелые грузы на самый верх. Потому что машина может доехать только до сюда. И подниматься еще достаточно много. Днем на маршрутке, которая отправлялась в час, я поехал снова в Ахалцихе, а оттуда в Кутаиси. В Кутаиси я остановился в хостеле «Ретро», ночь в котором стоила всего 8 лари. Хостел расположен немного в стороне от центра, но зато атмосфера в нем уютная, и все действительно сделано в стиле ретро. Я последний раз увиделся со своими знакомыми, так как они уже собирались в сторону дома, а я хотел остаться в Грузии подольше. Мы вместе посетили пещеры Сатаплия, место, где, как говорят, обнаружены настоящие следы динозавров. Входной билет стоит 15 лари. В 1935 году по инициативе Петра Чабукени, чтобы сохранить представление на этой территории памятник палеонтологического, ботанического и спелеологического характера. Ваша защищенная территория 354 гектара. С опорником вы можете увидеть следы динозавров, потом юрского периода леса, карстовые пещеры и в конце есть музей, маленький музей. Ну это первое здание, где вы можете увидеть следы динозавров. Смотрите, тут представление два слоя. На первом слое внизу вы можете увидеть следы травоядного динозавра. Вот здесь смотрите сюда, а на втором слое сверху есть следы хищникового динозавра. Динозавры жили на этой территории 70-120 миллионов лет назад.
71 миллионов лет назад это был набережной мягкой породы, когда проходили динозавры, а потом отвечались и следы. А потом в результате длительного тепла это место скрывалось. Следы динозавров обнаружил Петр Чапукен в 1933 году с открытием макет, который будет хищник и тиранозавр. Ну, сейчас там можно фотографию туда подать, но это 3 раза меньший размер, масштаб 1 к 3. Сейчас можно фотографировать. Затем мы прошли насквозь 300-метровую пещеру, которая красиво подсвечивается, и в конце пути вышли к смотровой площадке, стеклянному мосту, построенному над ущельем. Скажу честно, эта часть мне понравилась всех больше, а сами пещеры не очень впечатлили. Сейчас я в центре Кутаиси. Так, хотел сказать еще пару слов о Саталпии все-таки. Думаю, если вы никогда не видели пещеры, никогда не видели следов динозавра, может быть, у вас есть достаточно время и 15 лари для вас небольшие деньги, то, в принципе, съездить можно. Также интересно все-таки смотровая площадка со стеклянным полом. Мне она очень понравилась. Вот, если же все-таки вы видели пещеру или вы выбираете между чем-то и чем-то, у вас недостаточно времени или бюджета, то, в принципе, можно и не ездить в Саталпию. Так что я бы оценил это местечко на 3 из 5. Следующие 3 дня я также провел в Кутаиси. Вот так, друзья, выглядит главная площадь города Кутаиси. Несмотря на то, что это 2-й по численности город Грузии после Тбилиси, население его всего-навсего превышает 200 тысяч человек. И состоит эта главная площадь из театра, который позади меня, фонтана и парка. В остальном в Кутаиси, в принципе, такие улочки и часто встречающиеся застройкой советского периода. В один из дней я просто гулял по городу, а также дошел до кафедрального храма Баграти, который был построен еще в начале XI века. Этот храм посещает, наверное, каждый турист, который оказывается в Кутаиси. Он находится на горе, и вы имеете возможность не только побывать в храме, но и полюбоваться панорамным видом Кутаиси. Друзья, позади меня находится кафедральный храм Баграти, который был построен еще в начале XI века при правлении царя Баграта III, который, кстати, и похоронен внутри этого храма. Этот храм исторически является символом единой Грузии, а также он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри храма находятся мощи многих святых, в том числе апостолов Фомы, Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца и других.
хостеле я познакомился с туристкой из Нидерландов по имени Анна, и в один из дней мы вместе посетили сразу 3 интересных места. Каньон Акация, водопад Кинчха и Мартвильский каньон. Сегодня я путешествую с девушкой, с которой познакомился в хостеле вчера. Она приехала из Голландии, и интересно задать тоже ей несколько вопросов, почему она приехала в Грузию и насколько Грузия ей нравится. What's your name? Anna. Anna. Yeah. Where you came from? Holland. Holland. Yeah. So why did you choose Georgia? For the nature and for the different religions in here to stay here, the people that lives here. There are Arabic influence, Russian and Europe and Balkan influence in like that. The different people stays in one country. And is it popular destination in Holland to go to Georgia? No, it's not popular. I think between now and 5 years, the more people comes to Georgia, but now it's not popular. But do you like here? Yeah, I like it. Yeah, yeah. People, nature. The people are very, very friendly here, and always help you when you have troubles or something. And I like that. Yeah, and the nature is very beautiful. Yeah. Вот так, друзья, отзываются туристы из Нидерландов о Грузии. Вход на территорию каньона стоит 15 лари, для резидентов 7. Идти до каньона где-то полчаса. Тут везде стоят таксисты, которые предлагают отвезти вас за 30 лари туда-обратно, но на самом деле гораздо живописнее, интереснее прогуляться. Вот другое дело до водопада ехать или идти 7 километров. Так как автобус уже через 5 часов, то туда-обратно мы, скорее всего, не успеем сходить, поэтому, чтобы увидеть водопад, нам понадобится такси, я думаю. В общем, друзья, изучаю информацию. Тут написано, что 988 ступенек вниз проведут нас через 780-метровой длины каньон. Высота каньона варьируется от 80 до 150 метров, и тех, у кого есть боязнь высоты, лучше одному не ходить. Вот, спустившись вниз, начинается самое интересное. Это сам, собственно, такой мостик подвесной. То есть сейчас мы шагаем над пропастью где-то в 100 метров, может быть. Такие вообще крепкие перила, надо сказать. То есть, в принципе, если не думать о высоте, не думать, что ты идешь по какому-то мостику, то не так страшно. Зато смотрите, какой вид. Это такой балкончик смотровой. Красота! Я иду и постоянно держусь за перила одной рукой, потому что в этом полу есть дырки. И вообще все это... Это половая доска. Она не выглядит очень прочной и надежной. Каньонская собака. Что тут делаешь? Ходит внизу под тропинкой.
приехали к водопаду Кинчха. До него остается пешком от стоянки буквально 200 метров. Друзья, забудьте про чистую обувь. Советую вам подготовиться и взять нормальную обувь для трекинга. Потому что она очень скользит. Смотрите, во что превратились мои кроссовки. Ведь буквально 10 минут назад они были чистыми. О, зато какой вид. Высота водопада 120 метров. В общем, есть такой грустный момент, что к водопаду близко мы подойти не можем. И искупаться там тоже не можем. Хотя, может, мы бы и так не стали, потому что холодно. Но сейчас, видите, там есть мостки, они закрыты. В ноябре их хотят открыть и сделать платный вход 15 лари. По крайней мере, так говорят. Нашей маршрутки повел нас водить по другим местам вдоль этого водопада и каньонов. Место и правда потрясающее, друзья. Съездите сюда, если будете в Кутаиси, не пожалеете. Тоже большое, да? Достаточно, да. Городок. А вот центр Мартвили. А вот Мартвили ресторан. Шашлык, хачапури, хинкали. Нормально. Мегрули. Кухня. Друзья, наш добрый водитель еще предложил нас завести на Мартвильский каньон. И так как многие, просто практически все туристы из Кутаиси едут в Мартвильский каньон, то и мы решили согласиться. Тем более, что все были за. Я просто из-за того, что сегодня облачно, немного расстроен. И у дрона тоже батарейка уже закончилась. Но тем не менее,
мы посмотрим сейчас на Мартвельский каньон. Билет 15 лари. Друзья, лодку мы не взяли по рекомендации знакомых. В принципе, они сказали, что там всего 30 грибков и не стоит даже за это переплачивать. Но не знаю, правильно мы сделали или нет. Однако могу сказать, что сверху вид открывается очень красивый. И я думал, ехать на каньон или нет, а теперь я абсолютно уверен, что на него нужно ехать. Природный памятник Мартвельский каньон расположен в деревне Инчхури. Длина каньона составляет 2400 метров, а глубина от 20 до 40 метров. В средней части каньона течет удивительный 25-метровый водопад, а в двух местах сохранились известняковые мосты, что является признаком обрушения карстовой пещеры. Каньон стал популярен в 2010 году после экспедиции одного университета об изучении следов динозавров. Исследования показали, что возраст пород здесь 20-25 миллионов лет, а динозавры, как мы знаем, вымерли раньше. Наш водитель решил нам сделать подарок и остановился в еще одном красивом месте, на которое находится очень близко к Мартвельскому каньону. Смотрите, тоже какая красота! Еще один новый день у меня начинается в Кутаиси. Сегодня я хотел посетить монастырь Гелати и, если удастся, Мацамета. Вот навязалась ко мне собака и идет за мной. Хочется сказать про собак в Грузии. Они все очень дружелюбные, и куда бы вы ни шли, в национальных парках или просто какие-то пешие тропы, всегда обычно попадаются собаки, которые за вами идут, махают хвостом. Такие дружелюбные. Еще немного, друзья, про грузинскую гостеприимность. Вот сейчас мужчина продавал яблоки, я выбрал всего пару штучек, съесть их сейчас. Он говорит, только пару? Я говорю, ну да, мне сейчас поесть. Такой, денег не надо. Я говорю, ну возьмите. Нет, не надо. Приятно же. Друзья, я приехал сейчас в Гелатский монастырь, тоже очень важное религиозное строение. Гелатский монастырь, прозванный Вторым Иерусалимом и иными Афинами, величайший духовный и культурно-просветительный центр средневековой Грузии, был основан царем Давидом Строителем в 1106 году. Здесь же основалась академия, где творили великие грузинские ученые, философы и богословы. В Гелатском монастыре находится усыпальница царей Грузии Багратиони. В южных вратах монастыря находится могила святого царя Давида Строителя. С 1994 года Гелатский монастырь внесен в список всемирного наследия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, что подтверждает особое мировое значение памятника и необходимости его охраны на благо всего человечества. Рядом с монастырем Гелати также расположен монастырь Мацамета, куда тоже многие туристы, которые останавливаются в Кутаиси, едут. Вот я приехал тоже сюда. Сейчас пойдем вниз к монастырю. Монастырь Мацамета расположен на живописном утесе на изгибе реки Цкалцетели, притока реки Риони. Название монастыря, которое буквально означает «место мучеников», связано с братьями из благородного рода Аргвети, Давидом и Константином, которые организовали восстание против арабских оккупантов в VIII веке.
Когда восстание провалилось, они были взяты в плен, а затем им было обещано помилование в обмен на обращение в ислам. Братья не приняли это предложение, и позже они были подвергнуты пыткам и убиты, а их тела были брошены в реку. Вода стала красной, и в память об этом событии река была названа Скалцетеля, что означает «красная вода». Легенда гласит, что когда люди нашли тела братьев на берегу, они услышали Божий голос, который велел им нести их на восток, пока не взойдет солнце. Рассвет застал процессию у руин сожженной церкви. Там братья и были захоронены. Позднее грузинская православная церковь причислила Давида и Константина к лику святых, а царь Грузии Баграт IV заложил на месте их погребения храм и основал монастырь. От монастыря Мацамета до Кутаиси я иду пешком. 6 километров, друзья. Иду и наслаждаюсь видами. Вчера, как вы видели, у Стаса застрял дрон, который он благополучно достал, но на это ушло время, и так как он не ехал в Местию, а ехал на водопад Мазере, то и мы уже ночью на трассе не хотели оставаться, тем более дорога горная, очень опасная, машин по ней ездит в это время очень мало. Мы попросили с ним доехать до водопада Мазере, сам он поехал дальше, практически к водопаду, он ночует в машине. Нас он оставил в поселке, было уже темно, мы нашли гестхаус, очень замечательная гостеприимная семья, накормили нас вчера самой что ни на есть органической едой, сыр, мед, и все сделано и выращено своими руками, молоко, то есть здесь вообще, ну и в общем, вот сейчас просыпаюсь. Вчера ночью мы фотографировали на штативе допоздна. Сейчас просто с балкона открывается вид. На сегодня мы планируем хайкинг до водопада, идти 8 километров туда и 8 километров обратно. В Местию, наверное, поедем уже завтра, а сегодня проведем денечек здесь. Это... Я не знаю, мне просто хочется остаться здесь жить. Вот это, друзья, гора Ужба, это пик Мазери. Высота 4700 метров. У этой семьи в гостях останавливаются гости из разных стран. Последняя гостья была из Краснодара, из России. Прожила здесь 4 дня. Женщина одна ездила. Перед этим были у них из Польши, из Америки, из Германии, в общем-то, из Израиля. Люди едут в Грузию изо всех стран. И можно понять, конечно, почему. Они не просто едут, они любят эти места и возвращаются. Вместо того, чтобы выйти на водопад в 8 утра, мы вышли в 11. И судя по пейзажам вокруг, этот хайкинг обещает быть медленным. Я просто не могу удержаться, везде останавливаюсь, делаю фотографии. Все-таки Грузия — это не море. Настоящая Грузия — это горы. И ехать надо сюда, любоваться природой, местной размеренной жизнью. Мы дошли пешком до УАЗика Стаса.
друзья, произошел небольшой казус. И вместо большого водопада мы пришли на очень-очень маленький водопад. Мы немного не туда свернули, видимо, по тропе. Поэтому решили сделать небольшой перевал и полетать на дроне. Нам хозяйка дома, где мы остановились, завернула с собой сыра, ихнего хлеба. И я о нем мечтал всю дорогу. Кстати, друзья, семья, у которой мы остановились, предлагает также до водопада туры на лошадях. Так вот играет собака. Засунула мою ногу в пасть. На следующий день, снова автостопом, мы легко уехали в Местию, до которой оставалось чуть больше 20 километров. Здесь я провел последующие несколько дней, арендовав отдельную комнату всего за 10 лари в сутки. Найти такую комнату мне помог один человек с каучсерфинга. Эти дни я никуда не спешил. Бывало, просто гулял по этому небольшому городку, бывало, выбирался за его пределы. Конечно, Местия после Мазере кажется сверхтуристическим центром. Здесь и правда много туристов, много кафе, отелей, гестхаусов на каждом шагу, предлагают туры. И в принципе вы здесь не получите такого уединения в самом городе. Поэтому туристы, приезжающие в Местию, едут дальше. И самый главной визитной карточкой Сванети являются Сванские башни, на которые также многие приезжают сюда посмотреть. А вот в таких условиях, друзья, жители Местии занимаются земледелием.
они гестхаус везде встречаются. Щенки, собаки. Сейчас случайно познакомился с туристами из Подмосковья. Они взяли такси до Чалади. Мы решили разделить такси на всех. Это ледник Чалади, находится недалеко от Мистии. Посмотрим, чем он нас может удивить. Но, судя по фотографии, должен быть красивый, такого голубого цвета. Дорога до ледника от парковки занимает примерно 1 час. И могу вам сказать, что дорога очень живописная. Она легкая по сложности, проходит вдоль горной реки. Кругом, друзья, китайские туристы настроили пирамидок. Погода, к сожалению, испортилась и начался дождь. Друзья, в общем, вот он, ледник сзади меня. К нему, говорят, близко опасно подходить, тем более сейчас дождь, оттуда сверху падают камни. И я, наверное, ближе уже не пойду. Не могу сделать нормальных фотографий. Огромный, конечно, ледник, вот видно голубизна, но сейчас она испачкана грязью и так ничего хорошего не получится. Вчера выяснилось, что нижняя часть канатной дороги закрыта, но позже я узнал, что открыта верхняя часть канатной дороги. Однако до нее 8 километров. Поэтому сегодняшний день я решил посвятить тому, чтобы добраться до верхней канатной дороги и, возможно, на ней прокатиться. Если она, конечно, будет работать, функционировать, все будет хорошо. И здесь, на высоте более 2000 метров, коровы. Коровы везде. Когда мимо них проходишь, и когда у них такие рога, знаете, немножечко не по себе, потому что они так провожают тебя взглядом. В гору я прошел уже больше 7 километров. И канатная дорога уже очень близко. Так хочется на ней прокатиться. Вчера водитель такси сказал, что эта часть канатной дороги работает. И предлагал еще довести. Но я решил, что дойду отсюда пешком на следующий день. Вон она уже виднеется. Hello. Hello. Cable car is there? Yeah. Very near. Destination is over there. Is it works? 100, No, 200, not yet. Is it there preparing? 300 meters. It doesn't work? Yeah, it doesn't work. Yeah. Very easy. No, Yeah. it doesn't work. It doesn't work? Yeah, the only way you want to get down, right? Yeah, Yeah. you have to work or you have to hitchhiking like this. Because taxi driver yesterday told me that just this part of cable car doesn't work, but this part working. No, we stayed here for 2 or 3 hours, but we didn't say any cable car works, so I think it's not work. But there's a lot of car going down, so you can try if you can take the car or not. Yes, but Yeah, it's very beautiful. You can walk Oh, there. it's very beautiful? Yeah. This is a shortcut. You don't have to follow the big road. There's a shortcut, and you will say over there is a destination of the cable car, the station, and you just walk. Walk up. Yeah. Okay, thank you very much. Bye. Good luck. Thank you. You too. Друзья, вы слышали, что они сказали?
канатная дорога не работает. А это значит, что 8 километров вверх пешком просто так. Ну, надеюсь, хотя бы вид оттуда будет красивый. Они сказали, что очень красивый вид. Ну да, ни одна кабинка не двигается. В общем-то, вот эта табличка на кассе все объясняет, что канатная дорога закрыта до 20 декабря. В общем-то, не хочу думать ничего плохого, но у меня есть подозрение, что в этом месте туристов обманывают. Просто сейчас подошел к водителю такси, говорю, мне вчера водитель такси сказал, что канатная дорога на этом уровне работает. Он говорит, да, вчера работала. Вчера закончился сезон и закрыто. Но в это очень с трудом верится, учитывая тот факт, что китайцы тоже сказали сегодня, что она работает. И учитывая тот факт, что на кассе вообще закрыт, висит объявление, что она с февраля месяца уже не работает. До декабря. Не знаю. Ну, если на канатной дороге не удалось прокатиться, то, надеюсь, хоть тут таксисты меня не обманули. Сказали, что 1,5 километра в сторону есть Хешки-Ли, и там красивая смотровая площадка. Иду туда. Вот, судя по Maps.me, прямо за этим поворотом налево должна быть смотровая площадка. Ну, или какой-то вид. Viewpoint обозначен это на Maps.me. Ах, как вы это поверите? Вот он, viewpoint. Хотя вы знаете, всего пройдя 10 метров, картина меняется. И вид и правда очень приятный. Перед тем, как уехать в Тбилиси, я посетил самую высокогорную деревню Европы – Ужгули. Туда ездит практически каждый турист, который посещает Местею. Расстояние в 40 километров машина преодолевает за 2 часа. Это самая опасная дорога из тех, что я видел в Грузии. Но сейчас она строится, и скоро все поменяется в лучшую сторону. Я долго думал, ехать в Ужгули или нет. Но обстоятельства сложились таким образом, что я поехал и нисколько об этом не пожалел. Причиной послужило случайное знакомство с путешественницей из Минска и ненавязчивая манера убеждения водителя. Ну правда, я думал, что я в Местии погулял, все посмотрел. Ну чем меня еще может удивить эта местность? Оказывается, в Ужгули
правда уникальный пейзаж. Вот такого пейзажа в Месте нету. Все делают фотографии. Да, Ужгули, правда, очень атмосферное местечко. Все-таки отличается от Мести. Не зря поехал. Да. Благодаря этой девушке я здесь, которую зовут Вика. Я уже собирался брать маршрутку до Зугдиди. Я сама, если честно, не планировала сюда ехать сегодня, но дядя-водитель маршрутки нас уговорил. Да, но все к лучшему. Очень много туристов приезжает из Китая, из Южной Кореи. Do you like here? Yes, I like here. More than in Mestia? Yes, I think it's more beautiful than Mestia. And you? Yeah, I like it too. Друзья, вот обратите внимание, из чего построены здесь дома. Как сказали местные жители, дома эти были построены еще где-то в 12 веке. Тогда, конечно, никакого цемента не было. Ну, использовали золу и что-то еще добавляли. Они сами не знали чего. Но дома эти до сих пор стоят. Удивительно просто. Возле деревни Ужгули находится гора Шхара. А рядом с ней находится свинка. Набравшись впечатлений в Ужгули, вечером этого же дня я поехал в Зугдиди, откуда ночным поездом или автобусом хотел уехать в Тбилиси. Приехав, оказалось, что билеты на поезд распроданы. Все-таки, если вы хотите ехать поездом, то лучше купить билет заранее. Но с автобусом проблем не возникло. Лично мне было все равно. Автобус оказался большим и достаточно комфортным. Наконец-то я добрался до города, который изначально планировался быть первым в списке мест, которые я хотел посетить в Грузии. И может я преувеличиваю, но так вышло, что я посетил половину Грузии перед тем, как приехал в Тбилиси. И тут почему-то я почувствовал разницу между всей Грузией и столицей. Как это обычно бывает, столица притягивает много людей, и несмотря на всю красоту города, в ней чувствуется суета. Определенно, город мне понравился, но все равно настоящая Грузия осталась в моей памяти в горах. Друзья, конечно, с первых минут Тбилиси производит впечатление современного, европейского, чистого, ухоженного города. Конечно, я еще пока здесь не сориентировался и думаю, даже не успею, потому что завтра у меня еще один день и мне нужно уезжать. Но город сразу оставляет такое чувство, что сюда хочется вернуться. Позади меня находится Peace Bridge, то есть мост мира. На фотках я его видел, конечно, до этого в Тбилиси,
но по ощущениям в реальной жизни он смотрится гораздо более эффектно. Вы знаете, он мне напомнил мост в Сингапуре, и, наверное, он даже выглядит поинтереснее, чем тот мост. А сейчас, друзья, я хотел бы зачитать вам небольшой отрывок текста про Тбилиси из моей книги о Грузии. Тексты для своих фотокниг я пишу не сам. Мне их пишет девушка по имени Лиана. Она имеет особенный стиль, и я так писать не могу, но он мне нравится, и я полностью разделяю эмоции, которые она вкладывает в свои тексты. Итак, Тбилиси. Как и все столицы мира, этот город сложный. Он и душевный, романтичный, очаровательный, колоритный, но также шумный, пыльный, местами очень потрепанный и немного уставший. Его нужно понять и прожить внутри себя. Надо не один раз проделать путь от крепости Нарикала через улицу Леселидзе, вдохнуть специфический запах серных бань, пройтись по просторному проспекту Руставели, свернуть в современные районы Сабуртало и Ваки, посетить знаменитую дезертирку в поисках самых вкусных и недорогих фруктов. И, конечно, просто необходимо отведать самый вкусный хачапури и хинкали в скромной кафе для местных жителей. Запить это все тархуном, а потом подняться на фуникулере на гору Мтацминда, чтобы посмотреть на этот теплый город с высоты. Все, друзья, мое путешествие по Грузии подходит к концу. Пробыл я здесь в общей сложности чуть больше 20 дней. Могу сказать, это были очень насыщенные дни. Страна Грузия меня удивила, превзошла все мои ожидания. Я непременно всем рекомендую сюда съездить и самим посмотреть, как здесь живут люди, почувствовать грузинское гостеприимство, попробовать их еду. Конечно, самое главное – это природа, что здесь все достаточно в близкой доступности находится, но пейзажи меняются, морские, горные. Что ж, я вам все показал в этом видео. Уезжаю я с автостанции Артачала. Не успел, к сожалению, купить заранее билет на Победу. Сейчас за 10 тысяч рублей покупать его не хочется. Билет на автобус стоит 150 лари, это где-то 4000 рублей. Покупать его можно прямо на автобусной станции. Вот я приехал за час до отправления автобуса. В 12 он отправляется. Ехать, конечно, до Москвы будет долго. Примерно завтра, только в 9 вечера мы будем в Москве. То есть это больше 30 часов. Ну, картинки обещают, что будет мультимедиа USB на борту автобуса. Ну, сейчас посмотрим. Итак, всем спасибо. Пока. До новых встреч. Еще одно такое традиционное грузинское блюдо. Это лабиони. В общем-то, фасоль в горшочке. Так выглядит традиционный грузинский хлеб. Вот наша подруга из Китая заказала. What's the name of this? I don't know. I gave a picture. Это мясной пирог. Мясной пирог. Yeah. В общем, все такое с кукурузой, лепешки.